корейские блины из кабачка. В Корее столько же разновидностей всяких разных блинчиков, сколько и разновидностей кимчи. И сегодня мы готовим еще один вариант блинов из кабачка цукини. Нам понадобится один кабачок среднего размера, и мы должны будем нарезать его кружками, приблизительно вот такой вот толщины. Они не должны быть очень тонкими, но и не должны быть толстыми. Мы используем ту часть кабачка, которая достаточно крупная, потому что мелкие кольца, в принципе, не будут смотреться так же эффектно. Далее мы берем с вами 2 красных перца чили и 2 зеленых перца чили. Это часть блюда, которую мы будем использовать для декорации. И тот и другой перец мы с вами нарезаем мелкими, можно сказать, кольцами. Если вы не любите или не едите острое, то эту часть можно и пропустить, но тогда красивые декорации в корейском стиле не получится. Семена перцев очень горчат, поэтому если не можете есть уж очень сильно острые, то тогда лучше промойте их перед тем, как употреблять для декорации. Далее мы берем с вами пластиковый пакет, совершенно абсолютно любой, и нам также потребуется мука в объеме 3-4 столовых ложек. Муку мы засыпаем в пластиковый пакет. Зачем это делаем? Для того, чтобы, собственно говоря, обвалять кабачок в этой муке. Можно было бы их по одному закладывать в муку, и то одной стороной, то другой, и так обваливать, но это заняло бы достаточно много времени, поэтому вот такой вот вам корейский современный лайфхак, как можно сразу быстро все вот эти кружочки покрыть, собственно говоря, мукой. Затем мы должны будем извлечь кабачок из пластикового пакета, при этом каждый из кусочков придется отряхнуть от излишков муки, потому что они нам не нужны. Мы будем затем опускать каждый кружочек с вами в яйцо, поэтому от излишков муки мы с вами избавляемся. Удобнее всего их просто-напросто постукивать друг от друга и так избавляться от излишков муки. Вот. Оставшуюся муку можно использовать для приготовления других блюд. Теперь 2 яйца. У меня уже было одно разбитое яйцо, так что его я тоже использую. Если останутся остатки, то пущу их на омлет. Мы разбиваем 2 яйца, и теперь нам нужно их взболтать. Можно использовать для этого обычный венчик или же азиатские палочки. Если будете есть без соевого соуса, затем кабачок, то в яйца нужно добавить щепотку соли. И вот такой вот вам еще один азиатский лайфхак, как можно сделать венчик из азиатских палочек. Вы можете связать 4 азиатские палочки вместе, или 6, или 8, и таким образом вы получите самый настоящий знакомый нам венчик. И, можно сказать, сделать этот процесс быстрее и повысить его эффективность. Взбалтываем яйца. Теперь нагреваем сковороду с оливковым или растительным маслом немного для жарки. Сразу скажу, что с оливковым маслом получается намного гораздо вкуснее, но, как говорится, у кого что есть. Вот. Так что растительное масло смело используем. Теперь подготовим кабачки для жарки. Погружаем их в яйца. Можно заложить сразу все, в зависимости от объема вашей миски или порционно. И нужно будет окунуть его хорошенько в яйцо, чтобы покрыть его целиком яичной массой. И затем, немного приподняв, дать яйцу немного отечь, чтобы его не было слишком много. Иначе оно некрасиво расплывется вокруг самого блинчика и не получится самой азиатской красоты. Вот, удобно пользоваться именно азиатскими палочками при этом, хотя я даже не представляю, как это по-другому делать. Но можно надеть перчатку и делать это руками. Кстати, очень важно взять сковороду, которая ни в коем случае не пригорает и к которой ничего не прилипает, иначе никакой красоты не получится. Итак, когда вы увидите, что яйцо с одной стороны уже прихватилось, можно закладывать нашу декорацию на верхнюю часть. Мы выкладываем прежде нарезанный перец чили, можно выложить из него цветочек, вот.
И удобнее всего пользоваться для этого азиатскими палочками, но можно делать это просто руками и пальцами. Вот, поскольку вверху яйцо еще жидкое, на верхней части нашего блинчика, то перчик сразу же к нему прилипнет, и когда мы будем их переворачивать, он, в принципе, не должен отвалиться. Вот, а если вам надоело выкладывать цветочки, то можно просто положить 2 кусочка перчика рядом. Или же, как если я говорила, вы не едите острое или просто не едите перец чили, то тогда пропускаем эту часть. Итак, когда блинчик основательно прихватился и позолотился, достиг золотисто-коричневого цвета, мы все блинчики переворачиваем. Причем очень важно при переворачивании блинчика, во-первых, не повредить декорацию, но ничего не должно случиться, так как из яичка они должны были прилипнуть. Особенно будьте аккуратны с цветочком. И когда переворачиваете, то немного прижмите блинчик, чтобы перец чили, декорация прихватилась. И когда вы увидите, что другая сторона тоже достигла золотисто-коричневого оттенка, то переворачивайте блинчики на другую сторону. И очень важно все это жарить на среднем медленном огне, чтобы блинчики пропеклись внутри, не только поджарились снаружи. Теперь мы, когда блинчики готовы, должны положить их на кухонное бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Оливковое масло нам не повредит, но вот если пользуетесь растительным маслом, то тогда лучше эти излишки убрать. И с одной стороны мы уберем масло, выложив просто блинчики на кухонное полотенце бумажное, а с другой стороны точно так же бумажным полотенчиком мы их промокаем. И после этого можно приступать к сервировке. Способы сервировки бывают совершенно абсолютно разные, очень красивые, и их вариаций очень много. Можете посмотреть в Инстаграме, забив туда название блюда, там будет полно всяких вариаций. Я же показываю одну из них. И все, можно сервировать. Подавайте к столу с соевым соусом. И вот настало время тестинга. Давайте попробуем, что же получилось. Невозможно не оценить красоту и эстетичность этого блюда. Вот, и очень можно приятно и эффектно удивить этим гостей. Это блюдо можно есть как само по себе, так и подавать его на закуску. Я, кстати, очень люблю его готовить на завтраки. Вот, посмотрите, внутри все хорошо пропеклось, потому что мы жарили это на медленном огне, и снаружи оно тоже очень хорошо поджарилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если понравилось. Если не понравилось, то поставьте дизлайк. Не забудьте подписаться, если хотите увидеть больше. И оставляйте комментарии по поводу того опыта вашего корейской кухни.